Привет! Меня зовут Антон, фамилия моя Махновский. Это курс по шизофреногенным паттернам. Шизофреногенные паттерны – это манипулятивные приемы, направленные на то, чтобы сделать человека слабым, беспомощным, сбитым с толку и зависимым. Эти приемы приводят к шизоизации психики, то есть к разделению ее на части, фрагментированию, дезорганизации психики. То есть по факту эти приемы ломают психику и разваливают ее на части. И применение шизофреногенных паттернов вызывает у человека симптомы, схожие с симптомами человека с шизофренией. То есть вызывает апатию, аутизм, дезорганизацию мышления, депрессию и даже галлюцинации. То есть человек тупит, теряет силы, уходит в себя, и ему становится очень плохо. И со временем такая коммуникация делает из человека овощ или вареную лягушку. Метафора с вареной лягушкой очень хорошо описывает, как на человека воздействует шизофреногенная коммуникация. Как сварить лягушку? Если вы сразу бросите ее в горячую воду, то она ошпарится, обожжется и выпрыгнет. Выйдет из коммуникации. Но если вы бросите ее в чистую, прохладную воду и начнете очень медленно нагревать, медленно настолько, чтобы это было незаметно для самой лягушки, хоть по 1 градусу в час, то через определенное время лягушка сварится, даже не заметив этого. Она долгое время будет адаптироваться к постоянно меняющейся обстановке и при этом не замечать опасности, пока уже не станет слишком поздно. Примерно по такой же схеме работает и шизофреногенная коммуникация. Например, если вы прямо скажете человеку о том, что он какой-то плохой, например, что он ничтожество, скорее всего, такой человек сразу же выпрыгнет из коммуникации, перестанет вам доверять, возможно, вообще перестанет к вам приближаться. Если же вы будете действовать нежно, медленно, незаметно, в атмосфере любви, взаимопонимания, сопереживания, такого соучастия, дорогой, я же тебе помочь хочу. Но как ты не понимаешь, это для твоего же блага. Ты пойми, это в твоих интересах. Такой человек через некоторое время начнет понимать, что он чего-то не понимает. И он перестанет понимать даже то, что конкретно он должен сейчас понимать. Все, игра началась. Кастрюлька начала нагреваться, лягушке стало потихоньку плохеть, и она начала задумываться, что же такое с ней не так. А теперь обратите внимание, как изменилось ваше состояние сознания, когда я рассказывал эту историю. Именно так на ощущениях и работает, и ощущается воздействие шизофреногенной коммуникации. Дело в том, что самый страшный урон психике наносят слова, сказанные с любовью, с добротой, с соучастием, с заботой. Такие раны проникают в самое сердце и очень долго кровоточат, потому что у нас даже не включается критическое мышление. Мы не видим, что нас нагревают. Поэтому самыми добрыми, нежными и хорошими словами самые близкие, любимые люди могут интегрировать в нас бессилие, беспомощность, ничтожность. Например, это знаменитое «Я желаю, чтобы у тебя все было, и здоровье было, и деньги были, и удача, и любовь». Читаем сообщение между строк «У тебя все было, у тебя этого нет». У тебя нет ни любви, ни заботы, ни здоровья, ни денег. Или что-то более жесткое, например, дорогой, неужели ты правда думаешь, что у тебя может получиться? Но ты все равно большой молодец, я все равно за тебя, ты молодец. Супер. Это как радиация. Ты ее не видишь, а она тебя убивает. Один из основных принципов шизофреногенной коммуникации сформулировал Грегори Бейтсон, который называется double bind, или двойное послание, или, как его еще называют, двойное связывание, или двойной капкан. Это послание
двух противоречащих друг другу сообщений человеку, для того, чтобы вызвать у него две противоречащие друг другу реакции или запустить две противоречащие друг другу программы, которые создают внутренний конфликт. Например, приказываю не подчиняться мне. Здесь человек оказывается в ситуации, где любое его действие будет неправильным, и бездействие также будет неправильным действием. Это как в старой шутке про богатыря на распутье, где направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, голову сложишь, и голос такой из кустов, а долго думать будешь, тут тебя грохнем. Это вызывает у человека состояние, которое называется 3Б. Это бессилие, беспомощность и безнадежность. Бессилие означает, что я не могу ни с чем справиться, у меня нет сил. Беспомощность, что мне никто не может помочь, мне не на кого больше рассчитывать. И безнадежность, что это состояние не изменится никогда. Мне не на что надеяться. И это состояние БББ для нашей психики по факту является максимально травматичным. Потому что наша психика служит для того, чтобы решать проблемы, а в этой ситуации ничего, кроме нерешаемых проблем, нет. И при систематическом пребывании в этом состоянии ты оказываешься недалеко от психосоматики, от депрессии, в особо тяжелых случаях недалеко от даже расстройств личности и малой психиатрии. Вне зависимости от того, как вы к этому относитесь, шизофреногенные паттерны регулярно применяют к вам, и вы их применяете к другим. Вопрос только в том, насколько вы себе отдаете в этом отчет. Насколько вы отслеживаете, как на вас влияет шизофреногенная коммуникация со стороны других, и как вы сами ее применяете. Насколько уместно вы используете эти приемы, и насколько хорошо у вас это получается. Такую радиоактивную шизофреногенную коммуникацию можно часто встретить, например, на работе, в бизнесе. В нашей стране на шизофреногенной коммуникации, например, очень часто построен сам принцип управления сотрудниками. И чем выше по иерархии в таких компаниях, тем воздействие на вас будет только жестче. И без должной подготовки и навыков в такой радиоактивной, токсичной среде вас банально сожрут. В семьях, где распространены созависимые отношения и, возможно, даже психологическое насилие, очень распространено именно такое шизофреногенное отношение, шизофреногенные коммуникации. Возможно, именно поэтому из таких отношений так тяжело выходить. И самое болезненное – это детско-родительские отношения, когда тревожные, психопатичные, нарциссичные и другие шизофреногенные родители с добротой, лаской, заботой оставляют на психике ребенка самые глубокие болезненные следы. И самое печальное, что от такого воздействия просто не существует способа защиты. Даже если вы понимаете, что и как с вами делают, ваша психика продолжает нагреваться. Если ваши глаза и уши открыты, вы продолжаете облучаться. Поэтому единственный способ получить устойчивость от такого воздействия, получить возможность защищать себя и вообще иметь возможность выйти из такой коммуникации с минимальными потерями, вы получаете только научившись делать так же, научившись этим же самым компетенциям, научившись воздействовать также на других людей. Давайте разбираться, как это работает.